Duolingo решили убить себя. Или как они наплевали старым пользователям в лицо. С начала года Duolingo начали пересобирать различные языковые курсы, одним из первых которых был японский курс. Какие изменения произошли? Первое изменение, они добавили очень много новых слов, то есть они каждый модуль, каждый раздел полностью поменяли темы, полностью добавили новые слова, а старые слова какие-то убрали. А второе изменение, они увеличили каждый раздел и добавили кучу ненужных уроков. Что это за уроки, я чуть позже расскажу. И вот, чуть больше недели назад время дошло и до английского языка. И вы можете сейчас сказать, а в чем-то наплевательское отношение это? А я вам скажу, а в том, что вернемся к первому изменению, то что они поменяли каждый вообще абсолютно раздел и добавили очень много слов, которые старый пользователь по идее не проходил. То есть старый пользователь занимался по старой программе. И сейчас, когда программа вообще обновилась, система Duolingo показывает, что он эти слова выучил, хотя он занимался по старой программе. И, соответственно, он не знает сотни слов. Например, я, который сейчас на почти 4-м модуле закончил, пришло обновление, и каждый раздел я посмотрел, там обновилась тема, и, соответственно, добавилось очень много слов, которых я не знаю. Но мне Duolingo показывает, что я их как будто бы уже знаю. И, честно говоря, я Duolingo очень любил. Понятное дело, там нельзя выучить правила, оно не помогает с аудированием. Но почему мне Duolingo нравилось всегда? Потому что я мог быстро, относительно, за 3-4 дня, выучить новые слова. Во-первых, последние недели, как у меня уроки проходят, я захожу. Во-первых, урок стал как будто бы реально хуже подаваться. То есть там стали какие-то, знаете, упражнения в самих уроках, стали они намного хуже. Они стали по-другому, они стали менее полезными. Это я прям реально факт. А третье, самое вообще ужасное, то, что еще помимо всего этого, там появилось столько слов, которые я не знаю. То есть тупо начинается предложение, и я знаю по сути только подлежащие, потому что там все остальное забито словами, которые я просто не знаю. А Duolingo мне показывает, что как будто я их знаю. И еще я в частности иногда часто не могу просто даже посмотреть их перевод. Мне тупо не показывает. То есть для меня уроки стали абсолютно бессмысленными, потому что я просто тупо не знаю, как слова переводятся, а их тысячи. То есть там, знаете, не 2-3 новых слова, а их прям 1000. И второе, самое тоже такое тупое. Смотрите, они сделали разделы, я вот именно по самим урокам, наверное, увеличили, ну, в 1,5 где-то раза. Но как же они увеличили? Опять же, напоминаю, что уроки сами, именно обычные уроки, то есть вот где именно обычные, то есть не всякие, знаете, там, не урок с аудированием или истории какого-нибудь, а обычный урок, он стал короче. И вот такие уроки, их вообще не поменяли, то есть они как были, так и остались. Но зато Duolingo решили добавить дофига аудирования, всяких уроков, чтения еще больше. И третий новый урок – мини-игра. Почему я их считаю бессмысленными уроками? Смотрите, сначала поговорим про историю, про чтение. Почему я считаю бессмысленными уроками? Потому что оно вообще никак тебе не помогает. Потому что там обычно используют слова, которые, ну, очень легкие. То есть она даже не использует слова, которые ты только начинаешь учить или которые недавно выучил. Она использует очень такие базовые слова. И она вообще очень легкая. То есть там буквально несколько раз ответим вопросы, но они такие прям очень легкие. Аудирование то же самое, но бессмысленное. Почему? Потому что ты его проходишь буквально там за минуту. Вопросов там всего 3, но сейчас там увеличили, по-моему, до 5. И оно никак тебе не помогает. Потому что аудирование, если ты хочешь научиться там распознавать речь, то есть ты хочешь смотреть там сериалы, мультфильмы на английском, то это нужно реально начинать там, условно говоря, с той же Свинки Пеппы, начинать смотреть, и вот так вот расти. Я начинал с Свинки Пеппы, сейчас я смотрю уже спокойно, там, Соник, я не знаю, там, Angry Birds, Человек-паук, без субтитров на английском. То есть я к тому, что этот урок, он вообще тебе никак не помогает. Ну, извини, там, минуточку ты позанимался, какую-то легкую историю услышал, но ни о чем урок. Третье, это мини-игра, которую ее вот только что добавили, и почему я считаю ее вообще, то есть, так же ужасной. В чем ее суть? Ты за человечка подходишь к одному человечку, просишь у него задание, он тебе дает, потом ты подходишь к другому человечку и начинаешь с ним разговаривать. Вы можете сейчас подумать, о, прикольно, ты на английском говоришь, а что не так? А не так, то что по сути там можно отвечать одним словом. То есть ты просто тупо говоришь hi, и она у тебя задает там вопрос, к примеру, do you want black dress or blue dress? И ты просто можешь даже сказать просто black и все, то есть и она уже воспринят как за ответ. Ты не можешь ей другие вопросы там задать, то есть, условно говоря, а сколько это стоит, а сколько это стоит, она просто тебе будет по скрипту говорить. И вы можете сейчас сказать, ну блин, ну хоть компания что-то делает, старается для нас. И я вам скажу, да, они молодцы, то есть, конечно, стараются, но они совсем забыли про старых пользователей. Просто понимаете, Duolingo теряет смысл вот это быстрое изучение слов. Теперь как? Они не увеличили вот эти нормальные уроки. Нормальные уроки — это тех, в которых больше хотя бы нормально ты изучаешь новые слова.
Еще они добавили вот эти новые игры, которые вообще, опять же, повторюсь, на мое личное зрение, никак тебе не помогает. И вот эта сама концепция быстрого изучения слов, она теряется. И ладно было бы еще так, но когда я даже вот в эти нормальные упражнения захожу и вижу там просто два предложения, которых я почти не могу перевести, потому что я просто не знаю эти слова, мне показывают, что как будто бы я их уже знаю. Но это такое себе. Я всегда Duolingo любил, честно говоря, но мне неприятно, что теперь, помимо того, что они стали очень длинные, то есть ты изучаешь столько же слов, но при этом хуже и при этом еще и дольше, и мне от этого вообще неприятно. Просто понимаете, не, конечно, для людей, которых там, условно говоря, родители заставляют, конечно, для них прикольно, о, типа, сейчас отстреляюсь там несколько уроков. Но для людей, которые реально приходят в Duolingo, чтобы реально обучаться, не просто там в игры поиграть, то, конечно, им становится такой себе, потому что они хотят изучать слова, а не играть в игру, которая идет там около 4-5 минут, условно говоря, где ты просто отвечаешь hi, black, я не знаю, там, yes or not. Было бы классно, если в Duolingo выпустили это обновление и могли бы, условно говоря, новым пользователям автоматически ставить это обновление, а старым пользователям дать выбор, типа, чтобы они могли бы, типа, или новое обновление выбрать, или старое. Вот так было бы вообще классно, и мне не было вопроса. Но когда они просто резко вот так вот без предупреждения обновили курс, и причем новые слова, которые я не знаю, по идее, они мне говорят, что я их уже знаю, и у меня очень много ошибок в последнее время, то есть обычно я за 10 уроков, плюс-минус я делаю в день, у меня было около 4-5 ошибок, сейчас у меня их 15 ошибок, 20, а то и больше, просто потому что я не знаю эти слова. Конец ли это Duolingo? На самом деле нет, но мне очень не нравится, что... То есть я реально впервые задумался, а может перейти на какое-то другое приложение, просто потому что вот эта концепция, что вот там-то я аудирование изучаю, там правила, а в Duolingo я изучаю новые слова. И вот эта сама фишка, что я быстро изучал слова, она просто исчезла. Потому что даже не то, что их увеличили разделы, и там я много слов не знаю, а даже сами вот эти уроки, которые я называю, так сказать, нормальными, они потеряли свою прям эффективность. И я считаю, это реально такой неуважительный поступок от Duolingo, потому что, ну реально, когда у тебя старые пользователи, они идут по старой программе, и потом ты вот так вот резко меняешь полностью программу, добавляешь просто сотни новых слов, еще ухудшаешь там уроки, какие-то мини-игры добавляешь, которые, типа, ну, не помогают. Ну, такое себе. Спасибо за просмотр, пишите в комментариях, как вам вообще обновление, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока.